Ребята, всем привет! С вами Баджер, это мифические пазлы. Сегодня у нас обзор на героя месяца Марка Брионн, мастер на все руки. Это красная пятерка с вполне себе хорошей силой 820. То есть, если вы поймаете его на 4 эволюции, загоните, то станете ближе на один шажок к команде в 6К, это точно. И поехали. Значит, что у него есть по классам? По классу он клирик, мир природы, и он при получении какого-то урона там с руки от врагов будет с определенным процентом рожать себе миньончика, корешка, который будет помогать ему выживать. Не скажу, что это класс хороший, вообще в принципе. Если бы у Марка Брю был такой же класс, только с единичкой и другого цвета, это было бы гораздо топовее. И если бы там у него обет преданности было, тоже было бы круче. Ну окей, корешок да и корешок, что ж поделать, пускай будет. Идем дальше. Значит, начнем мы, наверное, давайте все-таки с его статов. Стандартные 731 атаки, почти 800 брони, и это очень хороший показатель для современного хила. И 1424 хпшечки, можно больше, ну ничего, будем эмками это развивать. Эмблемы, кстати, хочу вам сказать, сразу качайте обязательно броня и хп, причем обратите внимание на то, что преимущественно выбирайте все-таки хитпоинты, там где у вас будут моменты с атакой, там какие-то развилки такие непонятные, например, вот здесь. Выбирайте максимум хитпоинтов, потому что у вас брони и так по факту будет достаточно много на пути встречаться, поэтому вгоняйте его максимум в хпшки. Ну и, конечно, броню желательно тоже брать, хотя у него показатели и так очень большие, 800 это реально до хрена брони. Давайте поговорим про его костюм храбрости, это ультимейт такой его. Герой заряжается с 10 камней, с отрядами, конечно, 6-9. Это всем уже давно известная истина, средняя скорость набора маны. Значит, Марка Брю восстанавливает 20% здоровья всем своим союзникам. Это классический такой показатель для среднего героя, если честно. Если уровень здоровья заклинателя ниже 50%, то он восстанавливает 40% здоровья всем союзникам. И это очень хорошо. Это нам тонко намекает на то, что возможно, это будет в центре герой стоять, который будет впитывать в себя много урона и потом лечить как полноценный хил, который обычно с низкой скоростью маны лечит на 40% плюс. Дальше. Все союзники, кроме заклинателя, будут уклоняться от урона от особого навыка один раз в течение следующих 4 ходов. Да, это уворот, только от ультимейта. Он работает только один раз. Вот если на протяжении этих 4 ходов один раз в вас прилетела плюха вражеская, то у вас уже уворота не будет. Это может произойти на первом ходу, на 4-м, неважно. То есть в любой момент, как только вы получаете урон, все, этот баф слезает. Но это очень крутая вещь, которая может вам помочь пережить какие-то сильные атаки от массовиков, например. Плюс еще важный момент, если за один ход по вам скидывается ультимейтами 2 вражеских героя, то уворот сработает только от того, кто первый по очереди будет по вас лупить. Соответственно, если у вас будет 2 ультимейта в одну цель, то только первый ультимейт будет с уворотом. Дальше. Все союзники получают 22% снижения урона на 4 хода. Это очень круто. Снижение входящего урона — это всегда очень крутой баф на любых этапах игры и в любых, собственно, составляющих игры. Да, это желтенькие щиточки, как у Трояна. И связь стихии дает всем героям красным плюс 46 обороны против льда. Нельзя заблокировать. Ну, короче, такая стихийка. Вряд ли кто-то будет его особо использовать где-то с другими красными. Ну, короче, бесполезная связь стихии, честно говоря. Вот. Здесь у него зато сопротивление прямому уменьшению маны. Талло, Исадора, Аид, Ангрис, костюмированный Аид, конечно, Ангрис, там Саламандры, Хеймдаль, вот эти все бойцы, которые любят у нас фрик, там типа своровать манку, они работать не будут. А это значит, что Марка Брю вполне себе годный будет в командах атаки. Особенно, да, если там против каких-то таких достаточно сильно бьющих героев, которые еще и забирают ману, он и щиточки навесит, и поможет
пережить там вот эти все ультимейты, например, Ангриса. Короче, классная пассивка, реально очень кайфовая. Для него она подходит хорошо. И длительное исполнение есть пассивка. Когда этот герой использует свой ультимейт, у него есть 50% шанс на срабатывание бафа на урон от ультимейтов союзников на 20%. На 3 хода. То есть 50-50. Реально оно работает так, 50 на 50. По своему опыту я сколько там чуть-чуть поиграл, то действительно там 50% работает. Может навесить, может не навесить. Опять-таки, кстати, замечайте, что сейчас пошла какая-то такая тенденция на героев с вот такими интересными пассивками, в которых срабатывание оно играет от какого-то шанса. Это уже далеко не первый герой, тем более такие саппортящие герои, как правило, это прикольно, интересная механика. Почему бы, собственно говоря, и нет. Где-то в атаке, если он еще и бафнет на 20% ультимейты всех наших союзников, то, это круто, я считаю. Это круто. Собственно, давайте сейчас я быстренько попробую, наверное, вам показать на любом рандомном месте, как работает его ультимейт. Вообще не важно, пускай будет и здесь. Так, есть, поехали. Сейчас покажу, как это визуализировано. 9 камней я заряжать, конечно же, сейчас не буду. Давайте смотрим. 1220 хп у него, он отличился на 278. То есть мы понимаем, он у меня не качанный. Вот 20% он как должен был восстановить, так он и восстановил. 19, если честно, да, вот так, если уж прям точно. Смотрим, навесил у вороты на наших союзников, видите, 4 хода. И в любой из этих 4 ходов один раз заход, не один раз заход, а один раз за эти 4 хода один ультимейт можно избежать. И давайте, наверное, еще раз я его заряжу. Хочется все-таки посмотреть, когда он навесит еще бафчик. Вот видите, как ни странно, 50% чисто сработало. На всех наших союзниках висит баф на урон на ВК плюс 20%. По-моему, он даже не качается никак в зависимости от повышения уровня ультимейта. Качается только отхил непосредственно и, по-моему, снижение брони. Вот, да. Вот так вот. Максимально просто, ничего вообще необычного в этом герое нет. Сейчас попробуем продемонстрировать еще по-быстрому, найду какой-то рейд, как работает его у ворот. Вот, короче, я думаю, это потенциально хороший будет момент. Давайте разультимся сейчас. Попробуем прокинуть в сив. Так, вот, видим, наложили на себя защиту. И на каждом из наших героев есть вот значок у ворота. Я надеюсь, что сив сейчас дозаряжается. Не дозаряжается, да? Плохо. Это очень плохо. Ладно, давайте тогда еще что-то прокинем. Вот, зарядилось, хорошо. Проходит ультимейт, проходит у вороты. И все. Так как у нас здесь по каждому герою сразу влетел по одному дебаф на срез брони и, соответственно, по одному урону, то с каждого из наших героев сразу же на следующий ход, в принципе, это все снимается. Если бы там 2 героя ультимейт вы использовали, это вообще сложно достаточно воспроизвести вот так в полевых условиях, то там просто срабатывает ворот на первый ультимейт. Вот, собственно, и все. Поэтому, что я вам могу сказать? Герой простой. Герой работает так, как он должен работать. Ничего в нем необычного такого нет. Где я его вижу, в принципе, в использовании? Для тех ребят, у которых нет Данте в центре, можно использовать в центре защиты. Можно использовать на плече, даже, наверное, если у вас центр, например, какой-то синий, там, седны, или если у вас там команда с кукулями. Это отдельный, конечно, вид искусства, кукули, но этот герой отлично подойдет в эту команду, потому что он может и отличить хорошо, и дать выживаемости всем вашим героям. Поэтому для команды кукулей хорошо пойдет, скорее вот именно на плече. В атаке он тоже имеет место быть. В атаке он хорошо себя покажет как дополнительный саппорт. И, наверное, знаете, вот есть у него такая фишка вот с этим сопротивлением срезки маны. Он хорошо будет чувствовать себя в современной мете. Против аидов костюмированных, вот этих всех, он будет нормально жить. Да и Исадоры там прорваны, это все сейчас у нас есть в наличии. Поэтому в атаке хороший саппорт будет.
вот, еще с одним снимашечкой каким-то там, и все будет вообще круто. Забафает на урончик, и отлично будет. Да и в принципе, ну, это основное. Короче, он универсальный, ребят. Реально универсальный герой. По оценке я ему поставлю 4. Твердую 4. Я изначально думал, что этот парень будет похуже. Почему-то, ну вот, как бы все течет, все меняется, и свое мнение тоже поменял. Это вполне себе годный, классный герой. Есть только две вещи, которые не дают ему статуса крутого героя, прям супер топового. Первое, это то, что он не клинсер, он не снимашка. Если бы он был снимашкой, то это плюс полбалла сразу. И второй момент, это то, что он имеет такой себе посредственный достаточно класс. Если бы у него был Мир Тайн или Обет Преданности, ну, это было бы уже прям топ. Это, ну, просто совершенно другой уровень был. А так бы, ну, 4 из 5, я считаю, что это очень классный герой месяца. Его будет достаточно, наверное, легко поймать там на 4-ю, его загнать определенным людям и использовать в командах защиты пойдет. Хотя, ну, обычно у таких игроков там Данте уже стоят. А тем ребятам, у которых нет Данте, это вполне себе неплохая альтернатива. Всяко лучше, чем какие-то ангербоды в центре там и прочий такой шлак. Вот, на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно пишите комментарии. Всем всего хорошего, всем пока.